Давайте попробуем еще раз. Пишите свои вопросы. Итак, Евгений Рауш. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Огромная благодарность вам за ваши труды. Вопрос такой. У меня немеют кончики пальцев ног и иногда покалывает под правой лопаткой. Я работаю сутки, и эти сутки на ногах. Решила, что из-за этого. Ответил раньше. Марина Годец. У моей 33-летней дочери, не рожавшей, очень сильно уменьшились месячные, идут мало, и один день с опозданием. Подскажите, как вылечить это и сможет ли она в будущем родить здорового ребенка? Да, можно. Как это устранить все? В нашей компании есть препарат, называется а, называется тест-стоп, и второй называется, и второй от дисменореи. Нужно спросить, как он называется, сейчас не могу вспомнить. Оба этих препаратов можно пить по одной таблетке 3 раза в день. Почему происходит такой сбой и почему есть у женщины сбои месячных? Обычно это связано как раз с кортизолом. Кортизол, он обычно связан с уровнем стресса. В случае, если уровень стресса высокий, кортизол низкий, он при этом подавляет появление эстрадиола и прогестерона. За счет этого появляются сбои работы гормонального фона. И для того, чтобы улучшить общее состояние, прежде всего человеку необходимо успокаиваться. Конечно же, на первое место необходимо ставить возможность спокойной жизни. Я уже говорил сегодня во время вебинара, что необходимо быть более спокойным, спать днем, увеличить количество употребляемой жирной пищи и так далее. Валентина Петренко. Коксартроз. Возможно ли вылечить коксартроз в случае, если он не имеет форму четвертой степени, а начальную стадию имеет, вылечить возможно. Первое, как убрать боли при коксартрозе. Сегодня я говорил о яйце. Необходимо взять сырое куриное яйцо в кожуре, после чего его залить стаканом уксуса, настоять на протяжении одной недели, пробить и после чего сделать такую болтушку и натирать сустав. Второе, необходимо увеличить количество употребляемой жирной пищи и убрать полностью углеводы. И начать принимать коллаген. Я сегодня как раз об этом говорил, потому что коллаген формируется только нашей печенью, коллаген формируется и с участием гидрокортизона или кортизона, и это возможно только в том случае, если есть жирная пища, если есть коллагены, поэтому необходимо на протяжении дня 1, 2, 3 даже столовых ложки оливкового масла в разное время принимать. При этом принимать можно желатин на 1 стакан кипятка, как я сегодня рассказывал, 1 раз в день. Принимать препарат коллаген, также принимать препарат артрозин и принимать препарат артрозиновая мазь. Она с успехом устраняет коксартроз и помогает избавиться вот от таких заболеваний. Также при коксартрозе необходимо максимально уменьшать количество употребления животных белков, то есть минимизировать. Ну и там петрушки, лука и всех продуктов питания, имеющих зеленый цвет. То есть уменьшить количество попадания щавелевой кислоты. Что можно пить при множественных камнях в почках? Первое, убрать множественные камни в почках поможет терпентиновый бальзам, который продается в моей компании, а также препарат Депосалт по одной таблетке 3 раза в день. Терпентиновый бальзам и Депосалт. Что нельзя есть при камнях в почках? Первое, обязательно диета, в которой не будет алкоголя, острова, а также продуктов по возможности животного происхождения. То есть не нужно кушать яйца, не нужно кушать мясную пищу, делать вот такие посты. Допустим, 1 неделю едите такую пищу, 1-2 недели не едите такую пищу. Тогда можно использовать обязательно кислую воду на протяжении всего дня. 1 лимон на 1 стакан воды или просто лимонный сок без воды на протяжении дня. Это поможет убрать камни в почках. Это проверено, смело это используйте, ничего не бойтесь. Не появляется не происходит там ни выход камней, ничего такого страшного не происходит. Также оливковое масло в небольшом количестве употребляйте. Это все помогает убрать камни и из желчного пузыря, и из почек и так далее.
Екатерина Везуха. Андрей Андреевич, у меня миома и низкий гемоглобин. Пью железо и начинается маточное кровотечение. В чем причина? Скажите, пожалуйста, как лечить? Для того, чтобы не было маточного кровотечения, необходимо принимать препарат нашей компании от маточного кровотечения. Называется он Таргапин. Или спросите у оператора. Есть дисминора, можно принимать дисминора, если нет месячных, там кто-то спрашивал, а вот такой Таргапин принимать при как раз кровотечениях. В случае, если кровотечение появляется на фоне того, что вы используете препараты железа, это не говорит об анемии, это говорит о том, что есть, скорее всего, миома. И необходима обязательно консультация с врачом-гинекологом на возможность устранения данной миомы. Можно ли миому устранить с помощью препаратов компании «Тибетская формула»? Есть препарат Миомакс, принимайте по 2 таблетки 3 раза в день. Есть препарат Метикс по 1 чайной ложке на стакан воды 2 раза в день. И можно делать спринцевание. 1 стакан воды и по 2 капли аромамасел, нероли, аниса, жасмина и чайного дерева. Спринцеваться необходимо 1 раз в день, желательно в вечернее время. Также очень хорошо утром 1 стакан воды с содой, чайная ложка соды на 1 стакан воды, а на протяжении всего дня пить подкисленную воду, как я научил. Кстати, в случае, если человек начинает принимать утром натощак 1 чайная ложка соды на 1 стакан теплой воды, и через час начинает пить подкисленную воду, то у него восстанавливается кислотность желудочно-кишечного тракта. Если пить подкисленную воду на протяжении всего дня, то исчезает жировое отложение, у человека уменьшается глюкоза в крови, уменьшается инсулин подкожный. Также при сахарном диабете 2 типа человек уменьшает вес, улучшается состояние почек, улучшается состояние кожи, улучшается состояние волос и так далее. Одним словом, от всего. Очень рекомендую. У меня гигантская кистома. Какой препарат я могу приобрести у вас, чтобы без операции обойтись? Принимайте препарат Депосалт, Урализ и Манкулит. Также Урализ или Манкулит используйте для натирания. Также вот то, что я вам говорю, утром сода, а на протяжении дня подкисленная вода для вас может убрать вашу кистому. Подтвердился COVID-19. 65 лет. Как лечиться? Температуры нет, давление нормальное, белок в норме, спасибо. Для того, чтобы... Дело в том, что я не должен рассказывать о данном заболевании во время вебинара. Почему-то YouTube и Google меня блокируют и не дают мне высказывать свое мнение. Тем не менее, я не буду говорить об этом заболевании, я буду говорить, как можно справиться с этим. Наша медицина может справиться, как показала практика, только с симптомами и последствиями. То есть, увидев симптомы, она может убирать или устранять последствия. Как убирать последствия? Прямо с сегодняшнего дня начинайте принимать, независимо от того, хочет врач этого или нет, начинайте принимать препарат Аугментин 1000. 1 таблетка утром, 1 вечером. Из моих препаратов Трибетин и Инстамакс по 2 таблетки 4 раза в день. Также делайте повязки, смоченные в спирте. Макните повязку в спирт или в водку, отожмите и парами вот такого спирта дышите на протяжении дня по 20-30 минут, для того, чтобы жидкость не накапливалась в легких, что, в общем-то, свойственно во время болезни данной. Используйте, берите 1 или 2 зернышка черного перца, разжевываете в своем рту, смешиваете со слюной и после чего глотайте, запивая водой. Делайте это на протяжении дня 2, 3, 4 раза в день. Это уберет жидкость ваших легких, и вы сможете, вам будет легче дышать. Выздоровления вам. Андрей Андреевич, пожалуйста, подскажите, у моего сына диабет 1 типа, очень много кушает и при этом очень худой, ему 17 лет, за сахаром следит нестабильно, боюсь за его здоровье. Прямо в первой части, которая была до вот этой трансляции, я рассказал свои рекомендации по сахарному диабету 1 типа.
Я рассказал, что необходимо кушать, почему худеет, что такое эндогенная вода и так далее. Вот еще раз необходимо это послушать. А в своей группе Дуйко, Кайлас и РТЕ после завершения данной трансляции сегодня я напишу статью. Она будет так и называться: «Сахарный диабет первого типа. Мнение Дуйко». И там я опишу, как бы по моему мнению, все мои выводы, которые связаны с данным заболеванием, и опишу свои рекомендации. Это будет полезно всем людям, потому что я считаю, что большинство заболеваний, которые связаны со сбоем работы эндокринных систем, как раз связаны с неправильной работой желудочно-кишечного тракта. Поэтому в дальнейшем к вечеру переходите в мою группу Дуйко, Кайлас и РТЕ, я постараюсь ответить там на эти вопросы. Добрый день. Скажите, пожалуйста, можно ли принимать альфа-липоевую кислоту при диабете первого типа? Не только можно, это обязательное условие. Сахарный диабет и первого, и второго типа неминуемо приводит к полинейропатии или к невропатии сосудов конечностей. В одном случае к появлению атеросклероза, а в другом случае к появлению артериосклероза. И в первом, и во втором случае использование данного препарата необходимо. Также я бы рекомендовал еще использовать препарат бетаин моей компании. Бетаин совместно с альфа-липоевой кислотой — это как, допустим, щетка и едкий натор. Допустим, для пробивки трубы необходимо едкий натрорастворитель и щетка. Альфа-липоевая кислота — это щетка, а бетаин — это вот этот едкий натр. Для того, чтобы очистить сосуды нижних конечностей, вообще поработать со своими сосудами, я рекомендую 3 препарата. Рутин — это препарат альфа-липоевая кислота и бетаин по одной таблетке 3 раза в день. И при сахарном диабете первого типа, чтобы не формировалась нейропатия стопы, и при сахарном диабете второго типа в том числе. Также есть мазь, которая называется мазь антитроф в моей компании. Она потрясающий эффект имеет, если уже образовываются трофические язвы, цвет кожи на стопе изменяется. Используйте данную мазь. Она спасение. Она за сутки убирает трофические язвы, за 2 суток улучшает общее состояние сосудов. Просто потрясающе. Можно использовать при варикозном расширении вен как общую заместительную терапию. Когда я сегодня говорил по упражнениям от гипертонического заболевания сердца, была плохая связь. Давайте я еще раз покажу. Итак, мои рекомендации. Если у человека высокое давление, то как можно снизить это высокое давление? Чтобы не было давления, у нас есть определенное место, которое связано с артериями сонными. И здесь же находится нерва сонной. Вот так ладонь, если приложить ладонь, находится вот этот нервный узел. Он у нас, если его чем-либо стимулировать, а его стимулировать можно мягким постукиванием, похлопыванием или вибрацией. Допустим, на телефоне вибрацию можно включить и приложить. Массажером можно проходить вот эти места, так чтобы там создавалась вот такая мягкая вибрация. То это будет на протяжении 1-2 минут снижать у вас высокое артериальное давление. Но это еще не все. Для того, чтобы улучшить состояние, необходимо после того, когда вы похлопали вот так, необходимо выпить стакан подкисленной лимоном воды. Это в дальнейшем, а еще лучше после этого сделать по одному пшику спрея, который называется окситоцин. Он является вазодилататором. Вазодилатация, даже местная, улучшает состояние сосудов. Вот смотрите, у человека глаукома, это повышенное давление сетчатки. Для того, чтобы уменьшить давление в сетчатке, похлопать за ушами, от 30 до 60 раз с одной стороны, от 30 до 60 раз с другой стороны. Пшикнуть препаратом, который называется окситоцин, в левую, в правую ноздрю глубоко вдохнуть, задержать дыхание и выдохнуть. И после этого стоя медленно выпить стакан воды, в который добавлен лимонный сок, чтобы вода была кислая. Желательно, чтобы водичка была теплая.
В случае, если это делать 2-3 раза в день, уже на протяжении первого месяца у вас перестанет подниматься давление, и вы начнете хорошо себя чувствовать. Хотите — верьте, а еще лучше проверьте и напишите свои отзывы. У меня диагноз дисциркуляторная энцефалопатия. Можно ли мне помочь? Можно. Используйте препарат Рутин, Бактамакс, дальше Гепакс, 1 чайная ложка на стакан воды и альфа-липоевую кислоту. Также как можно меньше употребляйте углеводов, потому что я считаю, что сахарный диабет 2 типа и приводит к появлению энцефалопатии. Здравствуйте. Как вылечить саркоидоз? Это очень сложное заболевание. Лечение заболеваний легких необходимо проводить препаратами, которые назначает вам врач. Но улучшить общее состояние помогут препараты моей компании Демилон, здоровые легкие и Тарантел. По 2 таблетки 3 раза в день. Демилон обязательно. Также я сегодня и после чего стоит смешивать и глотать. При саркоидозе тоже очень помогает. Также глубокие вдохи и выдохи. Андрей Андреевич, как избавиться от большого живота при сахарном диабете 2 типа? Избавиться от большого живота поможет вам определенное упражнение. Как бы человек ни старался, даже если он похудеет, живот у него остается. Это связано с эндогенной жировой вот этой клетчаткой, которая находится на боках, в животе самом и так далее. Избавиться от этого возможно, я вас научу. Также это поднимет вам органы, поднимет вам почки, поставит на место поджелудочную железу, чтобы она как бы не выпирала вперед, также поставит на место почки. Каким образом это делается? Когда вы проснетесь, не торопитесь вставать. Когда вы проснетесь, лежите на спине и сделайте выдохи с втягиванием живота и задержкой. И делайте так от 10 до 60 раз. Еще лучше 2-3 раза в день. Итак, утром натощак легли на спину, после чего втянули максимально живот, сделали выдох и как можно сильнее подтянули этот живот свой или диафрагму к позвоночнику или к груди. Тем самым живот ваш втянется, как бы максимально впадет. В этом состоянии задержите и максимально удерживайте его. И чем сильнее сделаете, тем лучше. В этот момент вправится позвоночник пояснично-крестцового отдела, почки станут на место, потому что они обычно верхней частью выдвигаются вперед и создают вид уже такой перегнутой почки. И на место будет становиться копчик, и поднимется матка и так далее. Это очень полезное упражнение. Делайте его 2-3 раза на протяжении дня. К своему удивлению, вы похудеете, увидите, как уменьшится у вас живот. Это очень полезно, можно и детям, и взрослым. От меня вам вот такой презент. Здравствуйте. Скажите, трибетин детям 6 лет можно принимать? Да. Еще волнует вопрос, можно ли сочетать с антибиотиками трибетин? Да. Это совершенно, абсолютно безопасный препарат. Можете его смело применять, все в порядке. Прямо очень рекомендую. Вы знаете, есть очень хорошая... Ладно, сейчас не об этом. Ура, вернулся Андрей Андреевич. Спасибо, очень приятно. Скажите, пожалуйста, ответил. Не сплю совсем, таблетки не действуют. Или дня 2 сонная хожу после таблеток. Ничего не действует. Алкоголь помогает, но я не люблю пить и боюсь. Вы правильно делаете. Ни в коем случае не пейте. Итак, у вас появилось заболевание бессонница. Оно, как правило, связано с истощением нервной системы. И это обычное истощение нервной системы связано у нас с тем, что мы употребляем много углеводов и не употребляем жиров. Начните применять вот что. Каждый день ешьте молочные жирные продукты, может быть творог без сахара. Уберите глюкозу вообще. Ешьте кефир. Не бойтесь того, что я говорю. На протяжении дня, даже если не спите, укрывайтесь одеялом, убирайте телефон и лежите в полутемном пространстве. Третье. На протяжении дня пейте по 1 столовой ложке оливкового масла 2-3 раза в день. На улице делайте желательно через пол-таблетки валидола глубокие вдохи и выдохи, так, чтобы холод проникал в легкие. Задержка дыхания. А здесь таблетка валидола. После чего его можно не глотать, а выбросить.
Это стимулирует появление ацетилхолина, стимулирует выработку иммунитета и улучшает выделительную функцию мозга, восстанавливает нервную деятельность. И перед самым сном принимайте, допустим, какой-нибудь препарат, допустим, Мадаптол. Увеличьте количество употребления магния. Купите любой компании магний, принимайте его в дозировке 500 миллиграммов 3 раза в день. Ну, можно даже больше, все безопасно. Или препарат моей компании Magnum C300, 1 столовая ложка на стакан холодной воды, 3 стакана в день. Ни в коем случае не принимайте алкоголь. Я считаю, что заболевание бессонница лечится, если лечить печень. Устраните углеводы 1 раз в день, 1 раз в неделю голодайте, принимайте вот немного жирную пищу, лежите 1 час на протяжении дня, ограничивайте возможности длительного общения по телефону, длительного просмотра телевизора перед сном, читайте художественные книги, желательно, чтобы это был, допустим, там Бунин, ну, Тургенев, там что-нибудь такое красивое и нудное. Читайте сложную литературу, от нее обычно хочется спать. Вот такие гаджеты, как телефон, ноутбук и телевизор, перед сном очень опасно, потому что они развивают у человека бессонницу. Из моих капель, которые есть в моей компании, я рекомендую Дремин. Принимайте 30 капель на ложку воды за 1 час до сна и перед самым сном еще 30 капель. Это поможет вам хорошо заснуть и даже если сон будет кратковременный, выспаться. Из разрешенных к использованию препаратов, разрешенных к использованию и продающихся в аптеках без рецепта, могу посоветовать Ливона 1С или Ливана 1С снотворное. Оно безопасное, можно принимать по 1 таблетке 2 раза. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите препараты после реабилитации центра от наркоалкозависимости. Рекомендую использовать окситоцин. Все проблемы наркомании заключаются в том, что наркомания и алкоголизм приводит к атеросклерозу и нейропатии. То есть проблема всегда возникает с сосудами. Она происходит как бы по принципу вазомоторному, то есть происходит вазоконстрикция, не вазомоторная, а вазоконстрикция. То есть происходит вазоконстрикция сосудов, то есть сосуды сжимаются, и в дальнейшем это большая проблема. Для того, чтобы что-то сделать с сосудами, необходимо пропить препарат рутин по 2 таблетки 3 раза в день. Далее начать принимать спрей окситоцин до 5 раз в день. Это успокоит, особенно расслабит сосуды мозга, глаз, ушей. При шуме в ушах, при заболеваниях, допустим, гипертония, при агрессивном поведении, при депрессиях используйте окситоцин. Он расширяет, как бы приводит к общей вазодилатации сосудов, особенно местно. Также на протяжении дня пейте обязательно подкисленную воду, принимайте препараты с женьшенем, принимайте препараты с гинкобилоба и с радиолой, с корнем радиолы. В нашей компании это препарат, который называется женьшень шитаки, или второй препарат это капли, называются они бирол. Мне очень нравится. Бирол устраняет у человека желание зависимости, великолепный препарат. Окситоцин и бирол. Бирол 30 капель на ложку воды 3-4 раза в день, окситоцин до 6-7 раз в день по 1 разу в левую и в правую ноздрю. Ваше отношение к вакцинации. Не отвечаю на вопросы такие. Почему? Почитайте, все о вакцинации есть. Также огромное количество людей пишет, вот что вам сказать. Скажу это хорошо, вы меня заплюете. Скажу, что это плохо, заплюет еще кто-то. Зачем меня компрометировать? Считаю, что данный вопрос не хороший. Я считаю, что это интимного характера вопросы, достаточно широко обсуждаемые, и меня они не касаются совершенно. Я хочу служить людям, а все эти размазывания надо или не надо, ну, меня не касаются. Я не отвечаю на эти вопросы. Какую лучше дозировку трибетина детям при вирусных можно давать? Я рекомендую детям при вирусных заболеваниях давать мои таблеточки вот такие, называются Лизам. Вы знаете, мои дети перестали болеть.
Мы сейчас были в Черногории, ездили по всему миру, все вместе, дети купались в холодной воде, купались в теплой воде, и я как отец все время переживал, потому что детки, нельзя сказать, чтобы иммунитет был слабый, все хорошо, но дети тьфу-тьфу-тьфу, не болели. Почему? Нам очень помогает лизам конфетки. Они сделаны из лизоцима, который изготовлен моей компанией. Этот лизоцим мы синтезируем и добываем из куриного белка оплодотворенного куриного яйца. И у нас получается очень высокого качества лизоцим. Мы из него делаем вот эту таблетку сладкую лизам. Детям очень нравится. Едем в школу, в машине дали им по таблетке, она рассасывалась, заболело горло, появился бронхит, появился кашель. Работает в 1000 раз лучше антибиотика, ну и совершенно безопасно. А еще употребление лизоцима или употребление лизама, вот этих таблеточек, еще и успокаивает нервную деятельность. Поэтому дети стали терпеливые, добрые, такие ровные, обнимаются, нету криков и так далее. Ну вот очень рекомендую, прям мне очень нравится данный препарат, я их специально изготовил для деток. Просто по поводу трибетина, можно ли детям давать? Одна таблетка 1 раз в день достаточно для того, чтобы профилактировать заболевания вирусные. Нет у вас возможности приобретать такой препарат. Можно ли что-то сделать? Конечно. Берете 1 стакан молока теплого, детям необходимо давать молоко. Дело в том, что когда дети пьют молоко, то щелочная реакция их кишечника приходит в норму, то есть она приходит к норму 5,5. В этот момент формируется каталаза, она расщепляет как раз вот эти жирные кислоты, и фосфопептиды формирует, фосфолипиды. И в этом случае очень улучшается иммунитет. Именно поэтому детям можно давать 1 стакан теплого молока, в который необходимо добавить 1 белок куриного яйца. Гоголь-моголь. Только смотрите, если есть температура, желток добавляется, в нем трансфер стволовых клеток находится, трансферин, а в белке находится лизоцим. Поэтому в случае, если ребенок начинает болеть или хотите, чтобы дети не болели, запомните вот такие компоненты. 1 стакан теплого молока, 1 белок куриного яйца взбивается в блендере, можно добавить пол чайной ложки меда и дать ребенку. Если это давать, и ребенок это будет пить, то это будет великолепным средством для профилактики заболеваний, особенно вирусной, ротавирусной инфекции. В случае, если ребенок заболел, уже у него температура, то замените белок желтком и делайте гоголь-моголь, тоже с медом и так далее. Только туда необходимо добавить еще 1 чайную ложку, можно меньше, любого жира. Я рекомендую оливкового масла все-таки, потому что, выбирая вот жиры, я хочу сказать, что мне больше всего нравится оливковое масло, потому что там алиин находится, алииновая кислота, там находится, не помню уже, там находятся те кислоты, жирные кислоты, которые необходимы для улучшения нашего иммунитета. Вы неповторимо лучший, спасибо. Как с вами хорошо? Спасибо. Я могу слушать вас круглосуточно, спасибо. Мне очень приятно. Андрей Андреевич, была операция по РМЖ, химиотерапия и лучи 2 года назад. Можно ли принимать метформин 500? Конечно. Подскажите, какие препараты принимать для восстановления организма после РМЖ? Для восстановления после химиотерапии рекомендую использовать препарат Инстамакс. Инстамакс, конечно, метформин, да. Также использовать коллаген 2 таблетки 3 раза в день. Инстамакс 2 таблетки 3 раза в день, канцерамидин 1 чайная ложка на стакан воды 2-3 раза в день, Демилон 1 таблетка 2 раза в день. Ольга Ковченко, не сотвори себе кумира. Совершенно верно. Не нужно кумира никакого сотворять. Я с вами совершенно согласен. Человек, даже если захочет, не может сотворить себе кумира. Каждый человек, он сам себе как бы жизнь формирует, знаете. Но для достижения чего-либо, вот смотрите, может ли гимнастка стать хорошей гимнасткой, если нет тренера? Вот я всегда говорю, давайте не будем делать из меня кумира, давайте я вас потренирую быть здоровыми людьми.
Серьезно. Давайте я вас потренирую. Я сам это все использую. Вот вы же не знали раньше, что можно убрать давление, похлопав за ушами. Почему? Потому что там находится депрессорный узел аорты, и за счет этого он как раз и формирует снижение давления. Вы же этого не знали. А второй узел находится у нас сверху на аорте нашего сердца. И если стимулировать его, допустим, на уровне центра грудной клетки, если поставить вот сюда и здесь массажировать вибратором каким-нибудь, массажером, то я имел в виду не сексуальные какие-то вибраторы, я имел в виду любой предмет, который создает вибрацию, то в этом месте может происходить стимуляция работы сердца, так как и поднимать, и за счет этого может подниматься давление. Также вот здесь, если стимулировать, будет сужаться аорта, а если здесь стимулировать, то расширяться аорта. Вы когда-нибудь знали об этом? А ведь это очень полезно, потому что проблемы глаз, проблемы ушей, как правило, связаны как раз с тем, что происходит сжатие и там увеличивается макулодистрофия сетчатки глаза. Почему? Потому что там повышенное давление в сетчатке. Почему повышенное давление? Потому что это связано как раз с сонной артерией, поэтому это связано с тем, что не происходит вот такая вибрация и так далее. И это же легче, чем оперативно, чем таблетки. А знаете, как много людей болеет гипертонией? 85% населения той страны, в которой мы проживаем, всего мира, в возрасте от 35 лет и старше болеет гипертоническим заболеванием от первой до четвертой степени. А человек часто не чувствует, происходит разрушение, фиброз ткани аорты. Ну и в дальнейшем это приводит сначала к применению препаратов, которые в свою очередь могут тоже не очень хорошо воздействовать. Почему? Ну там тоже происходят изменения, есть побочные эффекты воздействия. Ну и в дальнейшем приводит к изнашиванию сосудов и происходит стеноз, фиброз, некроз и так далее. И это в дальнейшем смерти приводит к смерти, атеросклероз. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы были какие-то вот такие очень простые, качественные методы. А простые, качественные методы, они физиологически обоснованы. Вот книжечка. Вот книжечка называется «Физиология с основами анатомии человека». Сейчас. О, как раз. Гуморальная регуляция сосудистого тонуса. Смотрите, вазопрессин и антидиуретический гормон выделяется в кровь задней доли гипофиза. Он вызывает сужение артериол и капилляров всех органов и участвует в регуляции диуреза. Допустим, вот как для нас прямо. Вот, допустим, особенно большое значение в регуляции сосудистого тонуса имеют рефлексы, вызванные раздражением рецепторов, находящихся в самих сосудах. Они относятся преимущественно к барорецепторам, которые изменяют свою активность при колебаниях кровяного давления. И вот видите, депрессорный нерв аорты и сонной артерии. Вот изображение. Вот в этом месте он находится у нас за ухом. Видите, вот в этом месте. С левой и с правой стороны. Вот он. Если его начинать в любом из этих мест, в восходящих местах, в любом из этих мест, а вот это место и это место, это точки на голове, которые торчат вот за нашей шеей. И вот это вот все место, кость, которая сзади за ухом находится, вот она грубо здесь вот так нарисована, это сонная артерия. Если стимулировать, то вся вот эта система аж до сердца является элементом, который будет снижать давление. А сейчас обязательно найдется кто-то, кто напишет статью, что нету таких упражнений, но здесь не надо быть медиком. Здесь достаточно почитать умную книгу. Здесь не сказано, что это может каким-то образом воздействовать упражнением или еще чем-то. Но здесь написано, что при любых колебаниях, при любых рефлексах, при любых раздражениях данных нервов может происходить
Автоматическое снижение артериального давления. В общем-то и все. А уже придумать упражнения, похлопать или там приложить холодное, теплое или еще что-то, это уже кому как. Но найдутся обязательно кто-то, кто потом напишет. Нету такого. Мы узнали у ВОЗ Украины, не было никогда, не проводилось никаких исследований. И из-за того, что эти исследования никогда не проводились, то это работать не может. А как же люди, которым помогло? Как же люди, которым помогло? Им-то помогло? Нет. Будет потом говорить, что не помогло. А зря. Вот лучше бы тот, кто возникал, взял бы и написал на эту тему диссертацию. Вложил бы денег, посмотрел бы, как это помогает людям, где-нибудь в кардиологии позанимался бы с людьми, и, там, помог бы им, объяснил бы, что необходимо делать, ведь не у каждого человека вовремя может оказаться таблетка. Давление может так подпрыгнуть, что чем-то же нужно его убрать. Андрей Андреевич, вы очень помолодели. Почему? Я помолодел, потому что я похудел. Я весил 112 килограммов, сейчас я вешу 96. Что я убрал из рациона питания? Сладкое, я не ем сладкое. Спорт, занимаюсь спортом. Коллаген, употребляю коллаген. Иногда пью в небольшом количестве мускус. Мне очень нравится. Я придумал препарат, о котором в свое время писала Блаватская. Это препарат экстракт валерьяны корня и напополам с мускусом, порошком. И я принимаю вот такой препарат по одной таблетке 2 раза в день. И от него очень молодеешь, я это заметил, даже седые волосы исчезают. Без желчного можно долго жить? Конечно, можно. Смотря почти все вебинары по здоровью, результаты: похудела, здоровье улучшилось. Супер. Андрей Андреевич, диагноз лимфолейкоз первой степени. Идет только наблюдение. Что делать? Это онкологическое заболевание крови. Конечно же, необходимо улучшать или увеличивать иммунитет. Каким образом и как увеличивать иммунитет? В моей компании разработан препарат Метикс, Лимфонорм, Спленлав и канцерамидин и Карцекс. Все эти препараты принимать. Если у вас нет такой возможности, а препараты не дешевые, я рекомендую начать лечение по методу Шевченко. 2 столовые ложки оливкового масла, это уже другой метод Дуйко, по методу Шевченко подсолнечного масла и 2 столовые ложки хорошей водки смешать между собой и пить 3 раза в день. От Дуйко немножко по-другому. Берете ирландские виски, желательно такой, чтобы старый был, и смешиваете в бутылке с таким же количеством оливкового масла хорошего качества, так чтобы чуть горькое было, или льняного масла, которое, кстати, можно приобрести в моей компании. Взбалтываете это все, каждый день пьете 2 или 3 столовые ложки утром, в обед и вечером. Также на ночь делаете микроклизму 1 стакан воды и в эту воду добавляете четверть чайной ложки перекиси водорода. Делаете микроклизму ректально. На протяжении 1 месяца заметно улучшится состояние. Помогите, пожалуйста, разобраться: на передней и верхней поверхности правого плеча появилась шишка. Что это может быть? Это солевой диатез. И это, скорее всего, у вас бурсит, может быть, там костное новообразование. Чем необходимо убирать? Народный способ – это использование примочек из своей мочи. Берете утреннюю мочу, делаете салфетку, накладываете. Вообще это вида заболевания. Что поможет? Бишофитовая мазь в моей компании. Также помогут препараты Уролиз и Манкулит по 1 чайной ложке на стакан воды 2 раза в день. Из медицинских препаратов можно попринимать аллопуринол по 1 таблетке 3 раза в день. А еще лучше, если продается в вашей стране колхицин по 1 таблетке 1 раз в день. Сразу же хочу сказать, что прием колхицина может быть вызван диареей очень массированной такой. Также, если такое появляется на плече, вы должны знать, что, скорее всего, у вас не вырабатывается эндогенный, то есть ваш собственный кальций в вашем организме. И вам необходимо этот кальций увеличивать. Каким образом? Кальций можно увеличить, если принимать препараты кальций-цитрат по 1 чайной ложке на стакан воды 2 раза в день. Тогда и препарат Депосалт и стоп-остеопороз или мицни кистки. Тогда можно помочь избавиться вот от данного заболевания. Так, сейчас будем заканчивать.
Как убрать отрыжку? Где приобрести мускус? Мускус можно приобрести в aduiko.com или набрать в поисковике «Тибетская формула». Вы перейдете на сайт интернет-магазина «Тибетская формула», где можете в поисковике набрать слова «мускус». Как убрать отрыжку? Отрыжка – это всегда панкреатит. Отрыжка всегда убирается, если человек начинает лечить заболевание панкреатит. Убирается отрыжка, если начать принимать препарат панкресорб, также приобрести можно на моем сайте семена льна, уже измельченные в порошок, и заваривать 1 чайная ложка на стакан кипятка, съедать по 1 стакану вот такой смеси 2 раза в день. Великолепное средство от всех заболеваний кишечника и желудочно-кишечного тракта. Если человек болеет желудочно-кишечными заболеваниями, то для человека полезны сырые яйца, овсяная каша и вот такой заваренный лен. Заваренный лен при этом необходимо ставить на первое место. Хоть язва двенадцатиперстной кишки, хоть гастроэнтериальные какие-либо заболевания, гастроэнтериальный там вазофагит или там фагит или что-либо. В общем, любое заболевание, связанное с заболеванием ЖКТ, можно полечить, используя порошок из семян льна. Но заваривать нужно. Нельзя в сыром виде, нельзя семечки сырые есть. Это все нехорошо. Только в порошке необходимо. Муж-моряк проходил профотбор и при кардиограмме обнаружили блокаду правой ножки пучка ГИСа, что можно пропить с препаратов ТФ. Пучок ГИСа обычно, почему блокада происходит? Дело в том, что сердце от нагрузок физических, оно увеличивается. Оно настолько увеличивается, что может поворачиваться. Или же второй вариант, на фоне сахарного диабета очень вырастает живот в объемах или асцита, что изменяет структуру грудной клетки, делая ее немножечко килеобразной. Сердце при этом наклоняется вперед, происходит излом пучка ГИСа. Второй вариант. Болезнь легких, там, грипп или еще что-то, что повлияло на проходимость аорты и привело к блокировке пучка ГИСа. Третий. Какие препараты принимать? Первый – гвардин, второй – атеросклеропатин, третий – омега-3. Таким образом, и препарат амин, кардиосклероз. Тем самым всеми этими препаратами можно полечить блокаду пучка ГИСа. Почему необходимо обращать на это внимание? В дальнейшем может произойти инфаркт. Для того, чтобы этого не произошло, также обращать внимание на стихийно поднимающееся артериальное давление, так как блокада пучка может еще и быть следствием постоянного заболевания, гипертоническое заболевание сердца. Мерить давление, следить за тем, чтобы давление не поднималось, выбрать препараты. В нашей компании такой препарат есть. Это препарат, называется он Тонизон. Медицинский препарат мне нравится, называется триплексам. Это уже комбинированные препараты нового поколения. Они убирают и аритмию, экстрасистолию, кардиосклероз, могут помочь на протяжении дня, чтобы не было стихийного поднятия давления, чтобы не было больших показателей артериального давления. Андрей Андреевич, посоветуйте, не получается забеременеть. У мужа диагноз олиготератозоспермия, уже где только не обследовались, что только не принимали. Вот мне такой диагноз ставили после химиотерапии. У меня была радиотерапия предстательной железы, и мне ставили диагноз вот тот, который вы написали. Один человек, который находится во Львовской области, Нестор его зовут, он мне посоветовал, он говорит, мне тоже ставили такой диагноз, делай, как я тебя научу. Перед самым сном съедай от 10 до 100 граммов морского гребешка и запивай это все сгущенкой. Я говорю, ну и что это даст? Он говорит, увидишь. Так вот, после этого у меня 3 детей родилось. Также я рекомендую и мужчине, и женщине принимать препарат моей компании Карунеш и Кинскит. Нет ни одного человека ни с одним диагнозом плохим,
который бы принимал данные препараты и не смог бы забеременеть. Только в случае, если там антимюллеровские гормоны, яйцеклеток, ну вот вообще нет ни одной, уже нет, ну, невозможно забеременеть. В случае, если яйцеклетки есть, то принимая препарат Коронеш, принимая препарат Кинскит, ну, стопроцентная гарантия того, что человек, женщина забеременеет. Сейчас начнут писать умники там: Андрей Андреевич, что это за врач такой, который пишет, что мужчина забеременеет? Как он забеременеет? Ужас какой, ужас. У дочери варикоз малого таза. Что применять от вашей компании? Применять геморфит, рутин, бактомакс и пастовид. Можно еще магнумциль. И это уберет у нее варикоз малого таза. Как вы относитесь к прикладной кинезиологии? Хорошо. Вы знаете, что бы ни помогало человеку, вот как сейчас работает традиционная медицина. Она говорит, кроме как традиционная, ничего использовать нельзя. Но есть же еще рефлексотерапия, есть еще там есть разные виды диагностики, есть там пульсовая диагностика, есть разные виды лечения, есть гомеопатия. Есть ряд стран, которые говорят, можно лечить только так, все остальное это чепуха. Но это не чепуха, потому что в большинстве своем все виды лечения, они бы умерли, и их бы никто не использовал, если бы они не помогали. А они помогают. Вы знаете, как много разговоров было о том, как Анатолий Михайлович Кашпировский не помогает людям. А я знаю на 100%, что он сотням тысяч людей помог. Сотням тысяч человек. Да нет ни одного врача в мире, который бы помог такому большому количеству людей. Ему надо при жизни его сейчас памятник поставить. А, знаете, когда, допустим, кто-то говорит, там как Кашпировский. Нет, чтобы быть как Кашпировский, нужно сначала 100 тысяч человек вылечить или там 500 тысяч человек. Там, когда человек, недавно статью написали, там, Дуйко, он как новый Кашпировский, большое спасибо, очень приятно. Почему? Я отношусь хорошо к деятельности Кашпировского. Сказать, что Анатолий Михайлович Кашпировский по сей день, несмотря на то, что он очень взрослый человек и не очень хорошо себя чувствует, он по сей день бесплатно проводит трансляции и помогает людям. Низкие поклоны. Вот. Счастливо попасть на ваш эфир. Очень болят сочленения в местах перехода сустава больших пальцев на руках и запястья. Очень болезненные точки. Что можно сделать? Это у вас артрит. Для того, чтобы, если хотите убрать быстро, можно смазывать на ночь камфорным спиртом. Также можно взять камфорное масло, дальше одна часть свиного смальца и полчасти йода. Смешать это все, положить в холодильник и после чего, не в морозилку, и после чего, сколько йода добавить? Чтобы был цвет такой, как у шампанского. После чего вот этим вот веществом смазывать руки и одевать перчатки. Вот эти болевые. Проверено, великолепно. Пожалуйста, вены на ногах выпуклые и увеличенные. Чем можно вылечиться? Принимайте рутин, смазывайте мазью вариковазиновая и принимайте препарат легка хода моей компании. Еще раз, для того, чтобы связаться с операторами моей компании, прямо под этим видео выложена сейчас информация. Там информация телефонов операторов и их имена. Можете связаться с ними. В случае, если вам какой-либо препарат моей компании необходим, можете связаться, и они вас проконсультируют и смогут вам выбрать и помочь приобрести данный препарат. Как избавиться от тяги к сладкому? Избавиться от тяги к сладкому необходимо только устраняя сладкое. Вы должны знать, что активные углеводы и легкоусваиваемые углеводы, они еще и стимуляторы аппетита. Именно поэтому в случае, если человек говорит, ем только маленькую конфетку, то после этого можете ждать, что у вас через 30-40 минут обязательно появится сумасшедший аппетит. Именно поэтому я хочу вам сказать, хотите худеть, убирайте единственные продукты питания, активные углеводы. Все очень сладкое. Также белый хлеб, копченое колбасное, и станете худыми. Почему? На себе проверено.
Пожалуйста, что можно сделать? Сквозняк, переохлаждение, сильные боли всей спины. Первое, что необходимо сделать, начать принимать противовоспалительные препараты, допустим, Маваль. Начните принимать противовоспалительные препараты, также, допустим, левофлоксацин 200 граммов или доксициклин 200 миллиграммов, одна таблетка утром, одна вечером. Препарат Мавалис или диклофенак, но лучше Мавалис, одна таблетка утром, одна вечером. Принимайте одну неделю. Если боли не исчезнут на протяжении 1-2 дней, добавьте полтаблетки препарата Финлипсин. 40 граммов, полтаблетки один раз в день. Это все медицинские препараты. Из препаратов компании «Тибетская формула» Инстамакс и Эмбрио Плюс, Артридикс по одной таблетке 3-4 раза в день. Это тоже поможет избавиться от вот таких. Баня может помочь, сходите в баню. Андрей Андреевич, 2 грыжи в шейном отделе позвоночника, немеют руки, онемели пальцы. Вам необходимо просмотреть первую часть моего вебинара, который я сегодня начал. В самом начале я там рассказывал как раз о грыжах, о проблемах позвоночника и об коллагена в ходе лечения. Итак, при артрозе и остеопорозе. Итак, мои советы, которые сегодня я давал. Чтобы не было давления, пейте и ешьте как можно больше кислой пищи. Стучите за ухом, как я показал, это связано с сонными артериями, узлом депрессорного нерва аорты, сонной артерии. Любая ее стимуляция этого узла может помочь человеку снизить давление. Используйте при этом спрей окситоциновый в нос, это вазодилатация, и это может помочь убрать заболевания, связанные с сосудами, глаз, убрать формирующуюся катаракту, глаукому и так далее. С вами был Андрей Двойко, до свидания. Все вопросы вы можете в дальнейшем задать нашим операторам, не уходите сейчас. Вы можете задать вопросы операторам, которые находятся сейчас прямо на работе, и продолжить общение по своему заболеванию или задать вопрос для меня. Вы можете связаться с операторами, где взять их контакты. Сейчас, когда трансляция закончится, в описании трансляции вы увидите большое количество телефонов. Набирайте любой вам удобный телефон и связывайтесь с оператором, объясняйте свою проблему, и они помогут вам выбрать тот препарат, который вам необходим. Здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Итак, несколько таких условных еще моих рекомендаций. Каких? Итак, первое. В случае, если у вас развивается сахарный диабет первого типа или второго типа, это говорит о том, что вы недоупотребляли жирной пищи или жиров. Это говорит о том, что у вас нет эндогенной воды. Эндогенная вода нам необходима. Именно поэтому в тот момент, когда человек начинает болеть сахарным диабетом первого типа, он начинает пить очень много воды. Почему? Организму необходима эндогенная, но он требует любую. И человек потребляет экзогенную, как бы извне, но этого недостаточно. Когда человеку хочется пить, это говорит о том, что ему необходим жир. Именно поэтому я рекомендую людям, у которых сахарный диабет первого типа, увеличить количество приема жиров. Жиров. Правду говорю. Сделайте этого. Сколько? До 80 граммов в сутки. Это может быть, самое лучшее, это оливковое масло. Это может быть, вот почему человек худеет? Потому что его жиры расщепляются, ему жиров не хватает. Поняли? Почему воды очень худеет при сахарном диабете первого типа? Жира нет. Жир необходим в этот момент человеку, ему нужен жир. И в этот момент я рекомендую как раз принимать вареный желток яйца. Сколько? 10 штук в день. Вот поверьте мне хоть раз. Используйте при этом гликоцитрохромин спрей. Второе. При давлении можно спрей использовать в виде разбрызгивания, рассеивания в ротовую полость перорально. Дальше это действительно очень хороший эффект имеет. Также такому человеку необходимо на протяжении дня утром выпивать 1 стакан щелочной воды, или боржом, или там какую-либо с высоким содержанием соды, или просто соду. 1 чайная ложка соды на стакан воды. А уже через час начинать и пить на протяжении дня подкисленную воду. Почему? Подкисленная вода помогает
расщеплять жиры и усваивать эти жиры. Также максимально увеличить употребление омега-3. Также обязательно начать использовать дневной сон не менее 1 часа. Когда ребенок имеет сахарный диабет первого типа, ему необходим дневной сон. Также увеличение приема жирной пищи, также увеличение приема молочной пищи для уменьшения кислотности желудочно-кишечного тракта и приведения кислотности желудочно-кишечного тракта до показания или показателя pH 5,5. Именно поэтому я рекомендую принимать лимонный сок. Он как раз имеет показатели, насколько я помню, 5,7, там 6, такой более подходящий для нашего ЖКТ. И попадая карбонат, который мы принимаем в виде соды, он вступает в реакцию с нашим соком поджелудочной железы, превращается в соляную кислоту и так далее. Начинается процесс расщепления кортизола, появляется гидрокортизон, лечит хрящевую ткань позвоночника и так далее. Поэтому полезно всем. Особенно это полезно при сахарном диабете первого и второго типа. На протяжении дня подкисленную воду и увеличение употребления жирной пищи. Хотя кто-то мне скажет, как же там холестерины и так далее. Не бойтесь этого. Я говорю вам серьезно, не бойтесь. Вот если будете делать все, как говорю, потом мне спасибо скажете. То же самое делать при гипертоническом заболевании сердца. То же самое делать, если хотите похудеть. Делайте это. И спите обязательно 1 час днем. Яблочный уксус. Да, можно. Сколько в день? 1 чайная ложка на стакан воды, можно 4 раза в день. Можно вылечить недержание мочи. Можно. Народный способ – тысячелистник и зверобой. Тысячелистник и зверобой берется в равных пропорциях, измельчается, заваривается 1 столовая ложка на стакан воды, пьется 2 раза в день. Чтобы не было расстройства, принимайте пепсин. Пол чайной ложки на стакан воды. Пепсин можно купить в любом абсолютно отделении, в любом магазине, там, где приготовить молочные продукты своими руками. Пепсин – это фермент для сбраживания молока. Если его использовать, он действительно очень быстро и эффективно устраняет любые абсолютно диареи, с чем бы они ни были связаны. Очень хорошее средство. За 1-2 раза пепсином можно вылечить заболевание язвы двенадцатиперстного кишечника, язвы двенадцатиперстной кишки. Великолепный такой вот препарат. Почему-то не используется. У нас есть препарат, он называется цида или ацидопепсин, как-то так. Можно его приобрести. 1 таблетка 2 раза в день. Дальше от диабета я сказал. Упражнения я сказал, какие делать. Ну и так далее. Там писали, Андрей Андреевич, что делать, там у меня постоянно гормоны прыгают, там месячные, кровотечения и так далее. Народный способ – это завар лопуха с елочными иголками. Один из самых хороших способов устранения метастаз у человека – это использование елочных иголок. Берутся сухие иглы, завариваются 1 килограмм 5 литрами кипятка, варится 2 часа, отцеживается, пьется по 1 стакану 2 раза в день. Лечит поджелудочную железу, уменьшает глюкозу в крови, убирает метастазы. Онкологию вылечить невозможно. Дальше, в случае, если есть заболевания, связанные там миомы, там эти гормоны, там щитовидная железа, поджелудочная железа и так далее, поможет вам корень лопуха. Точно так же 1 килограмм корней лопуха заливается 5 литрами кипятка, варится 1 час, после чего отцеживается, пьется по полстакана 2 раза в день. Совершенно безопасно, можно даже ставить тампончики. Кстати, смешав вот такой экстракт с жиром, добавим, вернее, корни лопуха в виде порошка в свиной жир и закипятив это все, и после чего отцедив, можно сделать свечи и ставить свечи ректально. Вот такие ректальные свечи убирают геморрой. До свидания. С вами был Андрей Дрейков. Вы можете написать свои отзывы о моих рекомендациях прямо под данным видео. Большое спасибо. До свидания. Здоровым быть легко. Поможет вам Дрейков. Ура, товарищи.